Вот это настроение нужно отбросить. Then you can be happy. Вот тогда вы сможете стать счастливым. Okay? Хорошо? As long as you think I'm enjoying, you'll suffer. If you think I'm deserve, you'll taste the happiness of Krishna's joy source. До тех пор, пока вы думаете, что вы наслаждаетесь, вы будете страдать. Но как только вы отбросите это и поймете, что вы слуга Кришны, вы найдете счастье. Generally, at this point in the class, all the enjoyers leave the class. Обычно, когда я говорю эту лекцию, все наслажденцы уходят, сбегают. I will not come back. What a ridiculous philosophy. I am not the enjoyer. Я больше не вернусь. Что за смешная философия? Я не есть наслаждающийся. That is the reality. Но это Irina, last question. Ирина, последний вопрос к вам. Tell me one thing you've created. Назовите хотя бы одну вещь, которую вы создали. And why you say mine? Тогда почему вы говорите «моё»? Nothing is yours. Ничего не принадлежит вам. I belong to Krishna, and everything else belongs to him. Also, Я принадлежу Кришне, и также все остальное также принадлежит ему. a high-class person can never steal the property of another. Человек высокого класса никогда не будет красть собственность другого. So a person with knowledge will never think this world is mine. No. Также человек, который обладает знанием, он никогда не будет думать, что этот мир принадлежит ему. Нет, весь мир принадлежит Кришне. And he always lives detached. И поэтому он всегда отрешен. Even they may be married with wife and children and house, but they never think this is mine. Он даже может быть женат, у него есть жена и дети, и дом, но он никогда не думает, что это все принадлежит ему. What we're thinking is giving us happiness, which is that is actual distress. На самом деле, все эти вещи, которые дают, как мы думаем, дают нам счастье и материальное наслаждение, на самом деле это все причина наших беспокойств и страданий. That's why the soul is here, Почему душа пребывает здесь? to forget Krishna. Для того, чтобы забыть о Кришне. It's doing a good job, isn't it? Это хорошая Illusion means to forget Krishna. иллюзия, означает забывать Кришну. Why God made this world? Зачем Господь сделал этот мир? So we can forget Him. Для того, чтобы мы могли забыть о нем. That is not His fault, that is our choice. Это не его недостаток, это не его вина, это наш выбор. He fulfills your desires. Он удовлетворяет наши желания. If you want remembrance of me, I give that. Если вы хотите забыть обо мне, я вам это дам. If you want to forget me, I give that also. Но если вы хотите помнить обо мне, я вам это дам. Если вы хотите забыть обо мне, я вам тоже это дам. It is not Krishna's choice. Это не выбор Кришны, It is our choice. это наш собственный выбор. It is our responsibility. Это наша ответственность. Does anyone have any questions? Есть у кого-то вопросы? This may be a bit severe for some persons. Может быть, это немножко жестоко, сурово по отношению к некоторым людям. What we do, we're not here to make people feel good. Но что мы здесь делаем? Мы не пришли для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо. Okay. Any questions? Есть вопросы. Only an honest person can accept this. Только очень честные люди могут это принять. Duplicitous persons, crooked persons cannot accept. Но изворотливые, двуличные люди не могут это принять. So a crooked, an honest person will think, yes, this is true thing. Actually, I am in illusion. Честный человек скажет, да, на самом деле это истина. Я пребываю в иллюзии. I think I'm the master, I think I'm the enjoyer, but I'm not. Я думаю, что я хозяин, я думаю, что я наслаждающийся, но на самом деле я этим не And являюсь. he cries, Oh hey Krishna, Amitwa Nitidas, Tumara Charana Chari Hoilo Samnas. Oh Krishna, oh God, oh God, I'm your eternal servant. I forgot you, I lost. И тогда он начинает зевать и плакать. О, Господь, я твой вечный слуга, но сейчас я забыл о тебе и пребываю здесь. I'm being tossed on the waves of lust and anger. Я покрыт волнами вожделения и злости. Yeah. Lust and I'm in the ocean of birth and death. Я в океане рождения и смерти. In this ocean there's so many waves, И в этом океане очень много волн. slapping, И они хлестают меня. lust, Вожделение, гнев, envy, зависть. crocodiles of material desires eating. И крокодилы материальных желаний поедают меня. Hey Bhagavan, you give mercy and you help.
О Бхагаван, дай пролей на меня милость, Oh помоги God, I мне. don't know who you are. You help me, please. О Господь, я не знаю, кто ты такой, помоги мне. And He hears that prayer И Он слышит эти and молитвы. He helps. How He helps, He raises us to hear something about Him. И как Он нам помогает? Он помогает нам. Unless you hear about Krishna, you can never remember Him. Пока вы не услышали о Кришне, вы никогда не сможете памятовать о Нем. So much good fortune when we get a chance to hear about Krishna. И поэтому мы так удачливы, что мы можем слушать о Кришне. I have too much good fortune to speak, and I have too much good fortune to listen. У меня очень большая удача, что я могу о Нем говорить, а у вас большая удача, что вы можете о Нем слушать. Actually, who listens get more good fortune. На самом деле, те, кто слушает, им больше повезло, чем тому, кто говорит. Paraspara anukartam bhavanam bhagavata yasa. By hearing about the Supreme Lord, heart becomes purified, and one again goes on the path of remembering. Тот, кто слушает о Господе, его сердце очищается, он снова встает на путь памятования о Нем. What do we think about all that? О чем мы весь день думаем? Don't tell me. Ладно, не Если я говорите. душа, у И меня есть, сон. если я душа, у меня есть чувства, тогда If что I'm нас soul, I have отделяет some от feelings, Господа? then what makes me separate from God? Soul is always separate. Душа всегда отдельна от Господа. Она всегда Can never отдельна. become God. Она никогда не становится Господом. Can never become one. Она никогда не сможет стать единым с Ним. Remember Him, you develop love for Him. Если вы помните о Нем, вы развиваете к Нему любовь. We're going to talk about that later, Мы поговорим об этом позже, not today. не сегодня. What is devotion? We are not talking about today. Мы сегодня даже не говорим о том, что такое преданность. Today we're talking about what is not devotion. Мы сегодня говорим о том, что не является преданностью. So unless you know what that is, how can you give it up and accept devotion? Но пока вы не узнаете об этом, как вы можете это отбросить и начать говорить о преданности? Scriptures describe when the soul comes to this world, 8,400,000 different species. В Писании говорится, что душа, когда приходит в этот мир, она может попасть в одно из 8,400,000 форм жизни, Different bodies. различных тел. Jana Janava Lakshanam Stavanam Lakshadam Chatu Lakshani Manava Trinsa Lakshani Pasu. 900,000 type of aquatics. 90 тысяч форм жизни, водных форм жизни, Medusas, медузы, crab, крабы, lobster. лобстеры. 900,000 different types. 900 тысяч форм водных. 2 million type of plants. 2 million. 2 миллиона растений, видов растений. They cannot move. Они не Starve. могут двигаться, они пребывают в одном месте. 2,100,000 type of insect. 2 миллиона 500 тысяч насекомых. 1 million type of plant. Bird. Миллион видов птиц. 1,100,000 type of four-legged animals. 1 100 тысяч животных на 4 ногах. And human beings И человеческие формы жизни. with different type of humans also. Есть также несколько видов человеческих форм жизни. Like Ruskies, Bashkiris, Русские, Chukchis, башкиры, чукчи. so many types. Очень много видов. Ukrainians, Украинцы. all its different species of Это humans. все разные виды живых людей. Chinese, Japanese, Australians, Японцы, китайцы, австралийцы, African. африканцы. So 8,400,000 different species of life. Итак, есть 8 400 000 видов форм жизни. I'm not speaking too much about this tonight because too much information people forget. Я сегодня об этом не буду заострять внимание, потому что слишком много информации люди забудут. When the soul forgets the Supreme Lord, he's captured by illusion, he's put into this cycle of 8,400,000 species. Когда душа забывает о Господе и ее покрывает иллюзия, она попадает в одну из этих форм жизни. Of all species, which is the best? Из всех форм жизни, какая самая лучшая? Sister? Человеческое. Human being is the best. Самая лучшая — это человеческая. Why? Only human being can understand the absolute truth. Потому что только человек может понять абсолютную истину.
In this lecture, there's no cats or dogs or fish or plants. Сегодня на лекции нету никаких ни кошек, ни собак, ни растений, ни рыб, Except him. кроме него. Why only human can practice spiritual? Почему? Потому что только человек может практиковать духовную жизнь. Atal Brahma Jigyasa. Now you have the human form of life, you should inquire what is the goal of life. This is the first verse of the Vedanta Sutra. Первый стих Веданта Сутры. Сейчас я объясню тебе. Vedanta Sutra says, now you have the human form of life, you should inquire what is the absolute truth. Сейчас ты обрел человеческую форму жизни, и ты должен вопрошать, что является абсолютной истиной. So human form of life is like a boat to cross the ocean of birth. Человеческая форма жизни подобна лодке, на которой можно пересечь океан рождений и смертей. Boat needs captain. Но лодке нужен капитан. No captain boat cannot reach the destination. Если лодки нет капитана, она никогда не достигнет цели. Captain means guru. Капитан означает гуру. Take advice of proper guru and you can cross the ocean. Если вы следуете совету правильного гуру, то вы очень быстро преодолеете этот океан. So need wind. Также нужен ветер. You have boat and captain, but no wind, your boat cannot go anywhere. У нас есть и судно, и капитан, но если нет ветра, вы не сможете сдвинуться с места. So wind means your own spiritual practice. Ветер означает ваша собственная духовная практика. And then he says, Kejabe Bhai, Baba Sri. This age, the only way to cross is the wind of the holy names of the Supreme. И в эту эпоху единственный способ пересечь этот океан – это ветер святого имени. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram. This is wind that takes you across. Это тот ветер, который поможет вам пересечь. Very nice verse. Interesting. В одном стихе как много прекрасных вещей содержится. Vidya Madhyam Sulabam Sulabam Padam Sukapam Ukana Daram Mayam Kulen Naktatsam Kumsam Nataret Sahatma. Vidya Madhyam Sulabam. This human form is very rare, very rare. Эта человеческая форма жизни очень редка, очень редка. Don't think, no, there's so many humans, look at them. Don't think like that. Пожалуйста, не думайте, что здесь так много людей, ничего в этом особенного нет. How big is the universe? Насколько велика Вселенная? And how many human beings? Only one planet where there's human beings, Earth. И только одна планета, на которой есть человеческие существа, это Земля. And how many souls on this earth planet? И как много душ на этой Земле. Even if from the ocean, you take one glass of water, how many souls in one glass of water? How many microbes? Если вы зачерпнете один стакан воды из океана, сколько там будет душ? Especially in the water. Особенно. So many souls, there are more souls in one glass of water than human beings on the earth planet. В одном стакане воды там будет больше душ, чем людей на всей планете. So don't think there's many humans. No, very few. Поэтому не думайте, что очень-очень много людей. На самом деле очень небольшое количество. So rarely attain the human form of life. Очень не так-то просто обрести эту форму жизни. Labdam Sudulabam, Idam Labdam Sulabam Sudulabam Prabham. It says this human form is also temporary like other bodies, but it's very rarely achieved. Говорится, что эта человеческая форма жизни, она тоже временна, как и любые другие формы тел, но ее очень-очень тяжело достичь. Don't waste the chance. Поэтому не теряйте времени. What's your name, sir? Как вас зовут? Nikolai. Are you using human form properly? Вы используете человеческую форму жизни надлежащим образом. Don't try. Now, from tonight, you are using properly. С сегодняшнего вечера вы используете ее правильно. Only human can hear about it. Человек может слушать о Кришне. If we die tonight, what would happen to us? Если мы сегодня ночью умрем, что с нами произойдет? Honestly, what happened? Катюша, что произойдет? We're thinking, no, we won't die. What's he talking about? Мы думаем, нет, мы не умрем. О чем он вообще говорит? How many thousands of people died today in Russia? Сколько тысяч людей умерло сегодня в России? None of them thought I would die today. Но никто не думал из них, что он сегодня умрет. Wasn't there a bomb in Moscow yesterday? Right? Вчера было бомбу взорвали в Москве, так? So
кого-то убили. Any moment can be lost. В любой момент может стать последним. So human form, if we do not do practice spiritual life, then we're no different than animals. Если мы не практикуем духовную жизнь, мы ничем не отличаемся от животных. Nikolai, what does animals do? Николай, чем занимаются все животные? Eating, Yeah. Some birds in the sheds. Eating, sleeping, mating. you know something. Да, вы что-то уже знаете. You're vegetarian, right? Вы вегетарианец, так? Nature work. Less than 1 year. Okay, still, that's Все равно очень хорошо. going in a good direction. Очень правильное направление. So human form, very rare, very Да, человеческая форма жизни очень редка. special gift of the Supreme Lord. Это особый дар Господа. Human form of life is the door to liberation. А человеческая форма жизни — это врата к освобождению. Don't lose this chance. Не теряйте этот шанс. If one gets the human form and does not practice spiritual life, it's considered they're killing their own soul. Если кто-то обретает человеческую форму жизни и не использует ее для духовной жизни, это означает, что он просто перерезает себе глотку. Supreme Lord appears on this earth. Господь приходит на эту землю. Why? Зачем? So we can hear about it. Для того, чтобы мы могли слышать о нем. Yes. Any questions so far? Many things we crossed tonight. Мы сегодня уже обо многом поговорили. Есть какие-то вопросы? You can go to any church, any synagogue, any mosque. You ask the question, why the soul is in this world? They cannot give any answer. Если вы пойдете в любую церковь, синагогу или в общем, в любой храм, то и спросите, зачем, почему душа пребывает в этом мире, вам никто не ответит. Because for these answers, we have to go to the Vedas. Для того, чтобы ответить на эти вопросы, нам необходимо обратиться к Ведам. Nikolai, what's your father's name? Николай, как зовут вашего отца? How do you know he's your father? Откуда вы знаете, что это ваш отец? Who told you? Кто вам How do you сказал? know? Откуда вы знаете? By your own effort, you cannot know who's my father. Своими My собственными, mom. своими собственными усилиями вы никогда не сможете понять, кто является вашим отцом. Only one person knows who is your father, that's your mother. Только одна личность знает, кто ваш отец. Это ваша мать. So Veda also called mother. Веды также называют матерью. Gayatri and Veda is mother. Гаятри и Веды — это мать. Guru like father. А гуру является отцом. You give birth. Они дают рождение, духовное рождение. So a human being, a real human being who follows the teachings of the Veda, then we can say they're actual human being. Настоящий человек — это тот, кто следует учению Вед. Вот такое живое существо можно назвать человеком. Otherwise, they are humans with no horn and no tail. They're animals with no horn and no tail. А иначе это просто животные без рогов и хвоста. Those Vedas are the instructions of the Supreme Lord Himself. Потому что Веды — это наставление самого Верховного Господа. If you follow, don't think I follow, there's benefit for Krishna. If I follow, that is benefit. Не думайте, что если я следую Ведам, то это благо для Кришны. Нет, это благо для нас. These Vedas give the medicine. Эти Веды дают лекарства. You take the medicine, you become free from disease. Если вы принимаете лекарства, вы освобождаетесь от болезни. What's the disease, my dear Rina? И какова наша болезнь, моя дорогая Ирина? I am the body. Я являюсь этим I телом. am the enjoyer. Я наслаждающийся. That is the disease. Это наша болезнь. Take the medicine of these instructions, that disease can be destroyed. Если вы примете это лекарство, этих наставлений, то вы избавитесь от этой болезни. Okay? Need doctor. Нужен доктор. Doctor knows that he knows how to give the treatment. Доктор знает, какое лечение It's необходимо. not enough just to read the books. Недостаточно просто читать книги. Someone goes, I'm sick, I go to the library, read the book. No, you have to go to the doctor. Кто-то думает, что я могу просто взять, пойти в библиотеку, прочитать книги. Нет, нужен доктор. That is called sadhu. Sadhu Это means называется саду. devotee, saintly person. Саду означает преданный, святой человек. Sadhu vaidya. Sadhu is Sadhu called doctor. You take the medicine, the disease is cured. Саду Вайди. Саду также называют доктором, тот, кто дает вам необходимое лекарство. Ready, Irina, to take the medicine? Ирина, вы готовы принимать лекарство? Very easy medicine in this age of Kali. Very easy, very sweet. В эту эпоху Кали-юги Кали очень простое лекарство. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Nam Nam Kalo Kalmasanasanam Kalidam Upaya Sabbe Sudushiti. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. This is Vedic mantra. Это ведическая мантра. Brahmaji spoke this verse. Брамаджи произнес этот стих. O Brahman, О Браман, if you examine all the Vedas, you will find no superior medicine for the destruction of the ignorance of this present age of Kali Yuga than the 16-word, 32-syllable Mahamantra. если ты проштудируешь все веды, то ты не найдешь лучшего лекарства от этого века Кали, чем вот эти 16 слогов этой Махамантры. Can we sit up a little bit? Вы можете... So, don't think this Mahamantra invented by the hippies in the 60s. Please do not think like that. Пожалуйста, не думайте, что эту Махамантру изобрели хиппи в 60-е. Нет, Vedic mantra. это ведическая мантра. Okay, this is called Brahmatarak mantra. Ее называют Брахма-тарака мантра. In every age, В it's a каждую different эпоху, mantra. We chant that mantra to cross. в каждую эпоху дается своя мантра для того, чтобы преодолеть. Tarak means to cross. Тарака означает преодолевать, So mantra, пересекать. Мантра. that which takes you across the mind. То, что помогает нам пересечь ум, это называется мантра. Okay, but I don't talk too much about it tonight. Но сегодня я не особо буду об этом говорить. Tonight we're just talking about the material existence. Сегодня вечером мы говорим о материальном существовании. How the soul came here. Как душа попала сюда. Why? Because this we can experience, this we can understand now. Почему? Потому что это мы можем испытать, это мы можем понять сейчас. I think nothing that I spoke tonight is beyond our experience. Я не думаю, что что-либо, о чем я сегодня говорил, лежит за пределами вашего опыта. So if anyone can accept what we spoke tonight, then tomorrow night they can understand it more. Если то, что я говорил сегодня, вы примете, то завтра вы сможете понять больше. Don't be sad. Не огорчайтесь. When we hear this, we feel pain. И кто слышит это, он чувствует боль. Okay, when you go home, don't tell your husband and children, I have no husband and children. Хорошо, когда вы придете сегодня обратно домой, не говорите своему мужу и детям, что у меня нет мужа и нет детей. Okay? Хорошо? This idea, I'm the enjoyer, Эта идея, что я наслаждаюсь, I think we have to give up. If we want real happiness, вот эту идею мы должны отбросить. Это дает истинное счастье. everything came from God, so everything belongs to Him. So whatever's in this world, I should use for His service. Все изошло от Господа, все принадлежит Ему, и поэтому все, что здесь есть, я должен использовать для Его служения. Even I forgot the main topic of the class. Я даже забыл самую главную тему этой лекции. Tonight I want to give you a last thing to think about. А сегодня я хочу вам дать последнюю вещь, о которой следует поразмыслить. Why we should think of Krishna, why we should remember. Почему мы должны думать о Кришне? Почему мы должны о Нем помнить? At the time of death, what you think of, you go there. В момент смерти, то, о чем мы думаем, мы туда и направляемся. What you think of the time of death, that is your next destination. То, о чем вы думаете в момент смерти, это ваш следующий пункт назначения. It's not so hard to understand. Это не так тяжело понять. How did you know to come to this program? Как вы узнали, где эта программа? Contact. Об этой программе? Через контакт? Интернет. You read? Some I will go to the program. То есть вы прочитали где-то и подумали, я пойду на эту программу. Your mind brought you. Ваш ум привел вас сюда. I'm hungry. Я голоден. Mind takes you. И тогда ваш ум направляет вас туда. I am tired. I will go to sleep. Mind takes you. Я устал, я хочу поспать. И тогда ваш ум направляет туда, где вы можете In every поспать. day-to-day life, we follow the mind. Каждый день в нашей повседневной жизни мы следуем своему уму. At the time of death, what you think of, you follow your mind there also. И также в момент смерти, то, о чем вы думаете, ваш ум туда вас и приведет. Now, the soul is covered by the subtle body and the gross body. Сейчас душа покрыта тонким телом и грубым телом. The subtle body means the mind. Тонкое тело означает ум, The gross body means the mind. а грубое тело это означает мешок с поражением. Except us. Ну, конечно, кроме вашего.
At the time of death, the bag of stool stays here, and the soul covered by the mind goes to its next destination. В момент смерти грубое тело остается здесь, а душа, покрытая умом, отправляется в следующее место. Yo-yo yagam smrivavam chatatanti kadayavaram tamtamavai sastakantya samatat bhava bhavitaha. Krishna says in Gita, "Oh Arjuna, what you think of the time of death, you will achieve that without doubt." Кришна говорит в Бхагавад-гите: «О Арджуна, то, о чем ты думаешь в момент смерти, ты этого и достигнешь без сомнений». Think of your children at the time of death, you will come back. Если вы думаете о своих детях в момент смерти, вы вернетесь сюда. Think of your wife at the time of death, you will come back. Если вы думаете о муже или жене в момент смерти, то вы вернетесь сюда. So try to have remembrance of Krishna at the time of death. Поэтому старайтесь вспомнить о Кришне в момент смерти. Хорошо? Понимаете? So easy, huh? Так А душа, просто. получается, все время в тонком теле находится, да? Doesn't mean that the soul is always in the subtle, covered with the subtle body. Comes free from that by devotion, Благодаря преданности она освобождается и от него тоже. like a fire. Fire burns away all rubbish. Огонь сжигает весь мусор. Now the soul is covered by so many layers. Сейчас душа покрыта столькими слоями. The bag, Вот этот вот мешок, earth, water, fire, air, ether. а также огонь, вода, земля, воздух и эфир. The senses, seeing, Чувства. smelling, hearing, tasting, touch. Осязание, обоняние, зрение, It's слух. called jnana indriya. Это называется гьян. Это то, благодаря чему мы получаем материальное знание. Вот эти The чувства. 5 senses of action: А также есть 5 чувств действия. speech, Речь, digestion, пищеварение, moving hands and legs, движение, genital, руками, ногами, гениталии, rectum. а также анус. By these 5 senses we perform any activity. Благодаря этим 5 чувствам мы действуем. How many coverings is that? Сколько уже покрытий? 18, 15. 15. That is the gross body. Это все грубое тело. And the mind, intelligence, false ego, Затем ум, разум, ложное эхо form. и чита. Это еще 4. So all these coverings. Это все вот эти слои. The soul forgot his real identity and now is identifying with the covering. И душа забыла о своем собственном, о себе самой и думает, что она есть вот все вот эти наслоения. Это невежество. It's like you take it, but the soul is there. Но душа, она там. Soul has an eternal form, У души есть вечный образ. eternal relation with Krishna. It's there. Вечные отношения с Кришной, они тоже там. When these coverings are removed, then you can understand. Когда все эти слои уходят, вы можете это понять. My Guru Maharaj gave an example. Мой Гуру Махарадж дал пример. If you take a piece of gold Если вы возьмете маленький кусочек золота and you put it in a huge pile of musa, и поместите ее в огромную кучу мусора, you make a fire, what happens? и подожжете эту кучу мусора, что случится? When all the musa is there, you blow away the ashes, what's left? Когда весь этот мусор сгорит, и вы подуете на пепел, который останется, что останется? Что там было внутри? That was inside. So Cheto Dapanam Majanam Mahadavagni Nivapanam Shreya Kore Chandrika Dhanam Vidyavanam Jivanam Anandam Purivadanam Pratipatam Punamrita Swadanam Salvat Snapanam Palvijayate Shri Krishna Sankirtan. All glories to the name of Krishna. Cheto Dapanam Majanam. This removes all the coverings of the soul. Потому что оно уничтожает все покрытия души. Extinguishes the fire of material existence. Она тушит пожар материального существования. Но Shreya Kore Chandrika Vidyavanam. It causes the awakening of all good fortune. и она пробуждает всю благую удачу. When the full moon comes, the night lotus opens. Когда восходит полная луна, то лотос раскрывается ночью. So holy name is like full moon. И святое имя подобно полной луне. So when the full moon opens, all good fortune comes like a lotus. И когда приходит полная луна, то вся благая удача, она раскрывается, как этот лотос. Vidyavanu Jivana. All perfect knowledge comes like a wire.
wife. Все совершенное знание приходит подобно жене. Means by chanting the holy name, one automatically develops perfect knowledge. Когда мы воспеваем святое имя, то автоматически приходит все совершенное знание. I keep my down and taste more and more nectar. So much. С каждым слогом святого имени приходит все больше и больше нектара. Sabatma snapana, and he completely drowns in it. И человек полностью погружается в этот нектар. All Тонет в этот all нектар. glories to the congregational chanting the holy names of Krishna. Вся слава воспеванию святого имени. So by chanting, all these obstacles, all these coverings are removed. Это благодаря воспеванию все эти покрытия, все эти препятствия уходят. And you can understand who I am. Тогда вы можете понять, кто вы есть. Okay, Хорошо? please come tomorrow. Так, пожалуйста, приходите завтра. Morning, we have morning programs, У нас есть и утренние программы, different subjects. но на другие темы. So still about Krishna. Конечно, все, конечно, о Кришне тоже. Evening programs. А вечерние программы будут здесь. Come again, even if you don't understand, come again. Даже если вы чего-то не поняли, снова приходите снова. Hearing again and again. Слушайте снова и снова. И Understanding снова. must come. И тогда понимание должно прийти. Don't be hopeless. Не будьте безнадежными. Maybe I'm not explaining perfectly, then you cannot understand that as well. Может быть, я не объясняю правильно, надлежащим образом. Это моя вина, и из-за этого вы не смогли понять сразу. Be patient. Но будьте терпеливы. Any questions from the people? Есть какие-то вопросы? Yes. Почему вы говорите, что тело наполнено, тело прекрасно, есть ведическая мудрость, русская, в здоровом теле, здоровый дух. Человек может лечить с одним телом, если здоровое тело, душу другого человека передавать. Why do you say that body is disgusting and full? Why do you say that the body is very disgusting and full of very bad things? Because the body is actually so much, so wonderful, so beautiful, so good. And even there is one ancient Russian saying that in a healthy body there is a healthy spirit. So even some people who have a very clean, good body, they can even treat another people with this body, with the energy of this body. Stool can never be clean. Испражнения никогда не могут быть чистыми. This body is one. Но наше тело, оно все наполнено ими. If you don't wash 1 or 2 days, what happens to this body? Если вы пару дней не помоетесь, что вы будете чувствовать? Don't put so much importance on the body. Не придавайте большой важности телу. Body should be clean, healthy, nice. Да, тело должно пребывать в чистоте, это хорошо, But that is to practice spiritual. но это только для того, чтобы практиковать духовную жизнь. If you cure someone, they will still die one day. Sorry? Even if you cure someone, they will still die. Даже если вы кого-то излечите, все равно им однажды придется умереть. Don't put too much faith. Пожалуйста, не вкладывайте большой веры в тело. Human body is valuable, like I said, valuable. Да, человеческое тело очень ценно, как я уже сказала. It should be used properly. Но его нужно использовать правильно. I said how valuable is the human body. Мы уже говорили, насколько ценно человеческое It should тело. not be misused just for sensing. Но его нельзя использовать неправильно, просто для чувственного наслаждения. Понимаете? Probably I could have explained better. Да, наверняка я мог бы объяснить лучше, но я не объясню. Anything else? Any objections? Еще, может быть, какие-то возражения, вопросы? Try to be vegetarians. Постарайтесь все быть вегетарианцами, Those who are not. те, кто не вегетарианцы еще. Very important. Это очень важно. Вот мне интересно, если в момент смерти я думаю о Кришне, то что, я больше не вернусь на землю, не воплощаюсь, и как это? Вот мне интересно. I'm interested if at the moment of death I think about Krishna, does it mean I will never come here again? Finished. Да, все, с этим покончено. If you think of this world at the time of death, you will come back because you want to. Если вы в момент смерти думаете об этом мире, то вы точно вернетесь сюда, вам придется. One who thinks of Krishna has no material desires. You know that? А если человек думает о Кришне без материальных желаний, он точно придет к нему. I remember when I was young, I heard that. I remember
Я помню, я был молодым и услышала. All my hairs on my body stood in. This is the goal of life. I never heard such. И все волосы на моем теле встали дыбом. И я подумал, что это и есть цель человеческой жизни, это истинная вещь. The time of death, that you spend your whole life doing, you think of that? Но в момент смерти вы думаете о том, чем вы занимались всю жизнь. Spend your whole life chanting holy name, you think of Krishna. Если всю жизнь вы занимались тем, что воспевали Святое Имя, вы будете думать о Кришне. Tomorrow night you come again, okay? Завтра приходите снова вечером. Tomorrow night we'll tell the history of Bharat Maharaj. Завтра вечером мы поговорим об истории Бхарати Махараджа. It's from Bhagavad Puran. Это из Бхагавата Пурана. And very interesting history. Очень интересная история. What he thought of the time of death. О чем он думал в момент смерти? Some mistakes. По ошибке, по глупости. And what happened to him? И что случилось? Very wonderful. Удивительная история. You hear more than you are, this idea will become very clear to you. Если вы будете слушать больше, то эта идея станет для вас абсолютно What do ясной. you think about all that? О чем вы думаете целый день? It's rubbish. Просто мусор. А душе для But чего soul, она? and for what the soul exists. Why the soul exists for the service of the Supreme Lord? Почему душа существует? Для служения Верховному Господу. I don't even talk about Krishna. Я даже сегодня о Кришне не говорю. That's for later. Это попозже. That's the PhD. Это уже высшая математика. First primary school. А сегодня мы говорим как начальный уровень, начальная школа. You was first kindergarten, become vegetarian. Вы еще в детском саду, вам нужно сначала стать вегетарианкой. Aha, Sudha Sattva. If your eating is pure, your thinking can be pure. Если вы едите чистые вещи, то и ваши мысли будут чистыми. If your eating is impure, then your thinking can never be pure. Если ваше питание нечисто, то и ваш ум будет нечистым. If you smoke or drink tea or coffee or Поэтому мы не meat, пьем, onion, garlic, nothing. поэтому мы не пьем алкоголь, не курим, не едим лук и чеснок, не пьем чай и кофе. Because it disturbs the mind. If your mind is disturbed, you cannot remember Krishna. Потому что все это беспокоит ум. Если ум обеспокоен, то вы не можете памятовать о Кришне. Come tonight. Tomorrow night you'll hear how to remember Krishna. Поэтому приходите завтра вечером, и вы услышите, как помнить о Кришне. Вопрос можно? Да. Если душа не материальна и она не соприкасается, если душа не соприкасается с материей, то каким образом ум в момент смерти переносит ее, если ум материя, грубое дело, и оно в момент смерти, по сути, распадается или остается здесь, каким образом как ум влияет на душу? If a soul is absolutely spiritual and doesn't connected anyhow with these material bodies, cross Saturn, so then which way the body, by our mind influences on our getting another birth, if they're not connected anymore. Because now we're not on the spiritual platform. Потому что сейчас мы не на духовной платформе. The soul is like sleeping. Душа, она спит, подобно спящей. Covered. Она покрыта. Krishna gives an example. Кришна дает пример. Second chapter. В второй главе Бхагавад-гиты. Like a wind touches a flower. Точно так же, как ветер касается цветка, And it carries the fragrance from the flower to a distant place. и он переносит аромат этого цветка на расстояние. The flower does not move, but the fragrance of the flower moves. Цветок сам не перемещается, но его аромат перемещается. At the time of death, В момент смерти body stays here. тело остается здесь, The soul carried by the mind goes to another body. но душа, переносимая умом, перемещается в другое тело. You cannot see the fragrance, no? But Вы не it's можете carried by видеть the wind. аромат, но Our soul is being carried by the mind. точно так же душу переносит ум. We are not the mind, but now the mind completely captured. Мы не являемся умом, но мы полностью сейчас захвачены им. Understand? Понимаете? Да, но если душа не материальна, как Tomorrow night, воздействует материя? tomorrow night is clear. Завтра мы поговорим об этом, будет яснее. Actually, I meant to speak about that today. На самом деле, я хотела поговорить об этом сегодня, но Step by step. You're here tomorrow's night. шаг за шагом. Если вы завтра придете, то
поймете. Я правильно поняла, что вы Like a chariot. Example is given. Дам пример. Chariot has horses, reins, Есть колесница, у колесницы есть лошади, вожжи. so the 5 horses like 5 senses 5 лошадей подобны 5 чувствам. going out. Они выходят. I try to enjoy form, Я пытаюсь наслаждаться формами, nose tries to enjoy fragrance, нос пытается наслаждаться ароматами, tongue tries to enjoy rasa, taste. язык пытается наслаждаться расой, вкусом, We try to enjoy by touching, кожа пытается наслаждаться осязанием, we уши try to enjoy пытаются, sound by ear. и мы пытаемся наслаждаться звуком, ушами. 5 senses like 5 horses, right? То есть 5 чувств, они как 5 бегущих лошадей, The reins like the mind. а вожжи подобны уму. Who controls the mind? А кто контролирует ум? Intelligence. Разум. For example, Например, it's a piece of chocolate. есть кусочек шоколада. Senses want to enjoy. Чувства немедленно хотят насладиться. And someone says, no, that chocolate is poison. Someone says that chocolate is Но кто-то poison. говорит, нет, но этот шоколад, он ядовитый. Even though the senses of the mind go to the chocolate, intelligence says, don't eat the chocolate, it's poison. Несмотря на то, что ум и чувства обращаются к этому шоколаду, разум говорит, нет, не надо. So intelligence controls the mind. And И поэтому разум контролирует ум и чувства. who's in the back sleeping? А кто там, сидящий в этой колеснице, спит? Soul. Душа. Now being carried by the mind, senses, and intelligence. И сейчас ее несут ум, разум и чувства. So by hearing topics of Krishna, pure intelligence comes. Слушая темы о Кришне, пробуждается чистый разум. Krishna talks a lot about it. Fifth Кришна chapter, 6th chapter. Кришна очень много говорит об этом в 5-6 главе. Krishna calls it Bhagavad Buddhi. Кришна называет Бхагавад Будхи. Another word he uses, I forgot. Intelligence directed to spiritual life. Разум, он направлен к духовной жизни. Now we still have the mind and senses. So now we are controlling by the intelligence. Сейчас у нас есть разум и чувства, и их контролирует разум. У нас есть сейчас ум и чувства, и их контролирует разум. High class devotee, nothing checks them. High class devotee, the attachment to Krishna coming directly from the soul. Но у преданных возвышенного класса их привязанность к Кришне, она исходит напрямую от души. Even if they want to forget Krishna, they can. Даже когда они очень хотят забыть Кришну, они не могут. That is a high stage of devotion. That is called Это очень, rag. это очень возвышенная стадия преданности, она называется рага. 2 levels of devotion. One Есть is by два уровня преданности. one is by force of intelligence, and one is by pure devotion. Один как бы насильно благодаря разуму мы осуществляем, а один благодаря спонтанной преданности. We'll hear about it a lot after. Завтра мы послушаем, позже мы послушаем. Sense, cherry. Сейчас мои чувства говорят, Okay. Now, mind and intelligence and senses are giving disturbance. Так, сейчас ум, чувства и разум, они приносят нам беспокойство. High class devotee, directly on the spiritual path. Но возвышенные преданные, они полностью на духовной платформе, Like Sukadeva Goswami. как Шукадева Госвами.